Всем привет, меня зовут Саша, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из CRM-системы «Мой склад» на электронную почту Gmail. Это позволит в автоматическом режиме оперативно отправлять информацию о новых заказах на адреса электронной почты менеджера, руководителя или клиентов. А теперь перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных «Мой склад». Теперь необходимо указать действие «Загрузить заказы по дате создания». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт «Мой склад» к системе Apex Drive. Укажите логин и пароль личного кабинета «Мой склад». Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». Для данной системы настройки не предусмотрены, поэтому кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настраивать фильтр данных, но в данном случае такой необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные. Если все устраивает, завершаем настройку и кликаем «Продолжить». И теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем сервис Gmail. Далее необходимо выбрать действие «Отправить письмо». Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к системе Apex Drive. Для этого нужно указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее предоставляем разрешение Apex Drive для работы с вашим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразится в списке активных аккаунтов, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь вам необходимо заполнить поля Gmail данными из «Мой склад» для того, чтобы отправлять письма. Если вы хотите производить рассылку клиентам, то в поле e-mail «Кому» вам необходимо выбрать переменную из «Мой склад», в которой содержится адрес клиента. В этом случае текст письма составляется с тем расчетом, чтобы при каждом новом заказе в эту переменную подставлялся новый e-mail клиента, и ему будет приходить определенный текст сообщения. Если вы хотите отправлять уведомление себе или вашему менеджеру о поступлении нового заказа, то в этом поле вам необходимо прописать e-mail адрес вручную. Далее необходимо заполнить два обязательных поля. Это тема письма и тело письма. Обратите внимание, что в тему письма вы можете прописать данные вручную, а также использовать переменные из «Мой склад».
В тело письма вы можете назначить все необходимые переменные из «Мой склад», которые касаются заказа. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Обратите внимание, что на тот случай, если у вас будет несколько товаров, необходимо использовать поле «Сумма заказа в установленной валюте». Когда вы назначили все необходимые переменные, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться через Gmail при каждом новом заказе из «Мой склад». Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Gmail». После успешной отправки переходим в личный кабинет Gmail и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и завершаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Остается включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи. Например, один раз в 5 минут. На этом желаю вам успешных настроек интеграций. Удачи!